Всем привет! С вами Татьяна Захарова, я основатель интернет-магазина greenbird.ru. В этом ролике я хочу вам показать одни из самых моих любимых бусин – рондели. Маленькие-маленькие-маленькие граненые красивые бусины, которых к нам в интернет-магазин greenbird.ru на этой неделе приехало просто очень много, и на следующей неделе появится еще больше. Я хочу показать мини-обзор, показать, как они выглядят, какие цвета у нас есть, и после этого мы с вами сделаем чокер, очень модный летний чокер с этими бусинами. Поехали! Но прежде чем мы поедем, пожалуйста, обязательно поставьте нам лайк и подпишитесь на наш канал, если вы до сих пор этого не сделали, потому что у нас будут очень много разных интересных роликов, мы будем делать классные украшения, смотреть, какие бусины существуют, поэтому оставайтесь с нами, никуда не уходите. А теперь поехали! Очень много, просто безумное количество ронделей к нам приехало. Я отобрала каждого цвета по 2 нити. Вы представляете, какой у нас сейчас ассортимент? Это просто что-то. Давайте теперь посмотрим на эти бусины поближе. Когда их очень много, посмотрите, они выглядят просто потрясающе. Похожи на шпинель. Граненые, маленькие, 3 миллиметра бусинки, такие аккуратные. За счет того, что граней здесь много, они такие острые, они просто сияют и сверкают, приливаются. Можно же сделать какое-нибудь вот такое украшение с ними, и все, это будет египетская богиня, как минимум. На самом деле и просто одна нитка этих ронделей может стать отличным чокером. Берем нитку, надеваем замочек, и получается красота. Рай, сказка, потрясающе, приятно рукам. Мы просто хотели показать, как много оттенков у нас. Фиолетовые, и темные, и светлые, и гематитовые. Мне еще очень нравятся вот такие вот яркие оттенки, очень летние, сочные, с ними можно делать классные летние украшения. Как бисеры эти бусины можно использовать, и все, смотрите, как красиво, нарядно выглядит. Очень модно, очень по-молодежному. Ну что, давайте, поехали, будем превращать это все в чокеры. Для работы я буду использовать Fireline 4LB. Эти бусины довольно острые. Я боюсь, что они обычную нитку у меня порежут, поэтому я возьму Fireline на всякий случай, чтобы ничего плохого не случилось. И работу я начну, не срезая нитку с катушки. Отмотаю примерно, ну вот столько. И вставлю Fireline в иголку. Мне понадобятся красные, зелененькие, белый, желтый и прозрачный. Кстати, если вам нравится мой браслет с вишенками, посмотрите здесь в подсказках, ссылка на ролик. Мы уже показывали, как сделать такой же. Вы можете сделать его себе. А ссылку на все материалы, которые я использую для своего украшения, вы найдете в описании под этим роликом. Заходите, все необходимое можно купить у нас в интернет-магазине greenbird.ru. Мы отправляем заказы по всему свету. Будем делать чокер из граненых ронделей. Это будет бомбический, прекрасный чокер. Начнем мы с того, что наденем на иголку несколько прозрачных бусин. Я буду называть их бисерины, потому что эти рондели такие маленькие, как будто бы бусинки. Тут довольно легко перенадевать их с одной нитки на другую, просто не снимая с нитки, вот так вот иголку вставляем сразу в несколько. И сразу несколько перекидываем на наш Fireline. Ну, где-нибудь вот такой отрезок сделали. И теперь сделаем вишенку. Наберем 2 красных бусинки, 1 зеленую, подтянем все в конец и пройдемся иголкой через 2 красных бусины в обратном направлении. Таким образом, посмотрите, что у нас будет получаться колечко. Теперь наберем несколько прозрачных бусин. Теперь мы наберем 1 зеленую бусинку и 7 белых. Это лепестки нашей будущей ромашки. Подтягиваем все к концу. Держим бусины, чтобы они никуда не уползали, и проходим иглой самую первую белую бисерину в обратном направлении. Таким образом у нас будет замыкаться колечко из нитки, которое мы сейчас подтянем вплотную к нашей предыдущей зеленой бусинке. Смотрите, натяжение здесь должно быть хорошее, нитка здесь не должна вот так вот торчать, бусины не должны гулять. Поэтому подтянем все туда. Подтянули, замкнули кольцо. Теперь набираем 1 желтую бусинку и проходим, оставляем сверху 3, снизу 2 и проходим вот так.
в противоположном направлении. Прошлись и подтянули. Получилась ромашка. Снова наберем зеленую бусинку и 10 прозрачных бусин. Теперь снова 2 красных и 1 зеленую. Подтягиваем в конец и проходим иглой через 2 красных бусины, тоже делаем колечко из 3 бисерин. Подтянули, и у нас получилась еще 1 вишенка. Теперь снова наберем 10 прозрачных бусин, 1 зеленую и 7 белых. Подтянем все в конец и снова замкнем кольцо через первую белую бусину. Пройдем через нее иголкой, подтянем все. И здесь тоже затянем, чтобы у нас ничего никуда не торчало. Прилегало вплотную к зеленой бисерине. Затянули. Набираем 1 желтую и вставляем вот сюда в противоположном направлении. С одной стороны у нас получается 3 бусинки, с другой 2. Вот, ромашка готова. И поехали. Плетем таким образом дальше. Снова 1 зеленую. Подтянули. Снова 10 прозрачных. И потом опять вишенки, ромашки. Таким образом мы будем плести до тех пор, пока не сделаем чокер нужной нам длины. Слушайте, у меня тут такая история случилась. Пока я плела свой чокер, я передумала и захотела браслет на ногу. Я увидела на одной нашей сотруднице такой классный, такой яркий браслет на ногу и подумала, надо мне сделать такой. А потом, я же сейчас в этот самый момент и плету украшения, поэтому я буду делать браслет на ногу. Если вы хотите все-таки себе чокер, то просто сделайте его покороче. На самом деле чокер у меня уже готов. Но я его сделала чуть-чуть подлиннее, и у меня будет браслет на ногу в 2 оборота. Просто сплетите цепочку из бисера, из ронделей нужной длины, в зависимости от того, что за украшение вы хотите. Можете сделать себе браслет, можете сделать чокер, можете сделать цепочку на очки или браслет на ногу. Выбирайте сами. И, кстати, хочу вас предупредить об одной вещи, которая может с вами случиться, которая случилась со мной. Я плела на Fireline 4LB. Эти бусины имеют очень острые края, и они перерезали рыболовную леску, на которую ловится лещ, которую не разорвешь руками. Они перерезали леску, поэтому будьте аккуратны, когда работаете с такими бусинами. Либо на тросиках собирайте, но на тросике не получится плести ромашки. Кстати, мы с вами уже собирали такие рондели на тросик. Помните вот это вот украшение? Посмотрите, здесь в подсказках ссылка на ролик, я показывала, как сделать такое. На тросик эти рондели можно собирать в 1 оборот, то есть не плести, а просто набрать, тогда ничего не порвется, ничего не порежется. И еще один вариант украшений с такими же ронделями, собранными на тросик, мы показывали в прошлом году. Вот здесь вот посмотрите ссылку на этот ролик. Вот такой вот чокер, просто рондели, надетые на тросик, тоже отлично выглядят. Либо берите Fireline потолще, или поаккуратнее возите, то есть будьте аккуратны, знайте, что эти бусины очень острые края имеют, они разрежут обычную нитку гарантированно, они могут порезать даже Fireline, ну вот такие вот. Но я решила рискнуть и все-таки оставить их на Fireline, потому что мне хочется, чтобы мое украшение было такое вот струящееся, мягкое. Тросик такого эффекта нам не даст, ну и не получится на нем ничего сплести. В общем, теперь мы приделываем замочек. Смотрите, каким образом. Мы уже много раз показывали. У нас в магазине есть вот такие вот замечательные колечки, неразъемные. Я набираю одно колечко и возвращаюсь через все бусины плетения в обратном направлении, иду до ромашки. Прохожусь вот таким вот образом и подтягиваю, чтобы здесь у меня ничего не торчало. Видите, вот здесь вот 2 миллиметра нитки, такого быть не должно. Мы должны подтянуть, взять все пальцем, подтянуть, то есть этого случиться у нас не должно. И идем по ромашке в обратную сторону, зафиксируем нитку, несколько узелков между бусинками завяжем. Ну, пару-тройку сделайте. Все, мы приделали колечко с одной стороны. И точно таким же образом мы приделываем неразъемное кольцо с другой стороны нашей цепочки. Получается вот так. А теперь мы возьмем замочек. У меня здесь карабин Lobster. И приделаем его к этому колечку с помощью соединительного разъемного колечка. Берем кольцо инструментом. Вторыми плоскогубцами тоже хватаемся за вторую часть колечка, открываем его. Цепляем на него нашу цепочку. Цепляем замочек. И колечко закрываем.
Все, замочек приделали. С другой стороны, я ничего особенного приделывать не буду, буду цеплять этот карабин сразу к этому кольцу. Вот так вот раз, и все, замочек закрыт. В общем, наше украшение готово. Вот такая получилась летняя ромашечно-вишенковая красота. Смотрите, как его можно носить. Способ номер раз. Чокер. Чокер или бусы? Вариант номер два. И это может быть браслет. Вариант номер 3. Браслет в 2 оборота на ногу. Вот и все. Напишите в комментариях, как этот браслет будете носить вы. Как чокер, как браслет на руку или как браслет на ногу. А может быть, держалка для очков или маски. Очень интересно. Делитесь в комментариях. Украшайте себя, подруг и весь мир вокруг. Пока-пока.